Привет, водники-походники! С вами Виктор Рогов. Сегодня второй день похода, и я записываю уже традиционный ролик о провизии, которую я беру в поход. Оказывается, что эта тема интересует подписчиков гораздо больше, чем то, где я путешествую, какие там реки прохожу и так далее. Вот и решил снова записать такой ролик, что я ем в походе. На такие ролики больше всего комментариев. Комментарии бывают порой потешные, как и сами комментарии. Хорошо заметно выделились такие вот два типа комментаторов. Первые считают, что то, что мы покупаем в магазинах, то, что мы едим каждый день, это сплошная химия. Это есть нельзя. Я с ними полностью согласен. Все вокруг это химия. Виноват, конечно, в этом Менделеев. Но хочется у этих комментаторов спросить, а чем вы вообще-то питаетесь, если кругом одна только химия? Вторая группа комментаторов заявляет, что в поход вообще можно продукты не взять, потому что в лесу все есть. Сразу видно, что комментаторы эти люди начитанные, начитались наверняка каких-нибудь приключенческих книжек или мультфильмов насмотрелись. Что-то мне подсказывает мне почти 30-летний опыт походов, что в лесу не все есть. И вот того, что в лесу нет, приходится брать с собой. И вот сейчас я кратенько расскажу о своей раскладке продуктов. Она мало отличается от того, что было в прошлом году, поэтому я так кратенько все пробегусь по ней. Напомню, что сегодня второй день похода, поэтому продукты практически не израсходованы. А подбирались они из расчета, что хотя бы один раз в сутки я буду питаться чем-нибудь, местные продукты. Рыба, грибы, морепродукты. Отличие от прошлых походов в том, что в этот раз я не взял традиционные супы в пакетах. Вместо них я взял вот такие вот наборы круп. Эти крупы 4 сортов. Здесь крупы, макароны или лапша и сушеные овощи. То есть здесь нет никаких приправ, не считая там укропа, петрушки, сушеного лука. И вообще даже соли нет. То есть это сублиматы плюс крупы разные. Где горох, где чечевица, где там рис и прочее. Здесь вот в каждом пакетике 200 грамм. Это примерно на 4-5 раз. Это в основном в обеды, если на случай если у меня не будет рыбы. Поэтому таких пакетов на 5 недель всего 4 штуки. Еще взял для разнообразия спагетти. Вторые блюда – это традиционные крупы. Гречка и рис по 1,5 литра. В прошлом году мне 1,5 литра хватило больше, чем на месяц, поэтому я думаю, что в этом году их тоже на 5 недель хватит. Пожалуй, главное отличие этого похода то, что я взял больше мяса. Мясо в виде такого сыро-копченой колбасы. Вот разные тут салями венская, сервелат, тоже сырокопченый считается. Дмитрогорский какой-то престиж. По опыту прошлого года, в прошлом году я взял только один какой-то, по-моему, такой, что ли, уже не помню. Это вполне нормальный мясной продукт. Срок годности от 4 до 6 месяцев при температуре до 15 градусов. Храню я их вместе с майонезом на самом дне байдарки, где температура почти та же, что и температура забортной воды. К сожалению или к счастью, сейчас второй день жара, и температура воды достигает, наверное, градусов до 20. Так будет не всегда. Довольно скоро она понизится. Я думаю, что месяц с небольшим эти сервелаты, эти солями вполне выдержат. Вот такая вот штука стоит примерно где-то 160-190 рублей. Примерно как банка тушенки. Она легче, чем банка раза в 2. И если банку можно разделить примерно так на 2 раза, то, что ее хранить вскрытую неудобно, то вот такую вполне можно разделить на неделю.
Если так немножко с рисом или с гречкой. Но в начале похода, пока еще есть хлеб, просто ем как обычные бутерброды. Так, ну из приправ у меня уже традиционные майонезы. У них тоже срок хранения очень большой, ну запросто 1,5 месяца выдерживают. В этот раз я взял 3 пакета, один уже открытый. Надеюсь, что хватит, потому что я не взял куриных кубиков в этот раз. Раньше обычно рис или гречку заправлял половинкой кубика, и получалось вполне так нормально, съедобно. Но сейчас приходится добавлять только соль, и просто один соленый рис есть очень тяжело. Вот майонез как раз предназначен для того, чтобы было повеселее есть рис, ну а также жареную рыбу и прочее. Чай. Ну, чай, как обычно, взял Липтон, 2 пачки на этот раз, потому что вполне хватает. Я пью половинку. Тут двойные пакетики легко разделяются, и вот на туристскую кружку вполне хватает половинки. Ну и тут вот немножко печеньки, чтобы было сладко. Еще к чаю сухари, 4 упаковки, примерно по 350 грамм, и немножко сушек. Сушки разные, с маком, без, с глазурью. Ну, опять же, чтобы было сладко и вкусно к чаю. В этот раз я взял больше гематогена, потому что гематоген, оказывается, довольно вкусный, питательный и недорогой продукт, витаминизированный. И к нему еще дополнительно обычный шоколад. Ну, по пачке на неделю. Сколько тут? 90 грамм шоколада на неделю, гематогена 1 на неделю. И взял еще, опять же, цукаты. Цукаты — это быстрая энергия, когда нужно быстро восстановить убыль энергии после прохождения какого-нибудь там сложного этапа. Вот это самое подходящее. Но, к сожалению, в этом году мне не удалось найти той самой приправы для ухи, которая понравилась в прошлом году. Поэтому вместо нее пришлось взять всякие приправы для рыбы. Но я думаю, что здесь разница не очень большая. Те же самые наборы приправ, перца взял и прочее. Ну, попробуем, как это все будет, какой вкус получится. Ну, опять же, как всегда, лук. Лук — это, пожалуй, лучшая приправа. Ее можно есть с чем угодно. Жареной рыбой, с жареными грибами и прочее. Ну и взял немножко чесноку, как всегда, 3 дольки. Для повышения иммунитета, для того, чтобы сделать вкуснее уху. Ну и вообще, для чего угодно можно использовать. Сахарного песка, как всегда, 1,5 литра. Этого вполне хватает. Вот в прошлом году даже осталось немножко с пол-литра, наверное, песку, поэтому я в конце похода сварил немножко, вернее, не сварил, а сделал чернику с сахарным песком. Она вполне доехала до дома и была съедена. Ну и снова взял те же самых мини-леденцов, потому что их много. Их можно штук там по 5 в день есть. Ну, они тоже сладенькие, они позволяют отбить аппетит, когда особенно гребешь долго, обед еще или ужин еще не скоро, а есть хочется. Вот, и заодно добавлять немножко сахара. Хотя я очень сомневаюсь, что здесь есть сахар. По-моему, здесь все-таки сахарозаменитель один. Уже по многолетней традиции я беру с собой в поезд вот такой вот напиток, который понравился мне больше всего еще много лет назад. И затем эта бутылка используется для кипяченой воды, потому что в походе каждый день нужно пить. Поэтому я каждый день, особенно когда жарко, кипячу с утра полный котелок воды и заливаю его сюда. Хлеб сейчас я беру вот, в основном бородинский, потому что обязательно должен быть порезанный, ну и еще батон. Потому что если хлеб не порезанный, он черствеет, и потом резать его замучишься, и он крошится. Ну, еще нужные к продуктам вещи – это вот пакеты, пищевые пакеты, для того, чтобы рыбу, когда разделаешь, их можно было разложить так по порциям, чтобы не в одной куче все было, а вот такой пакетик развязал, сварил или жарил, готово. И еще беру обязательно салфетки. Вот по моим расчетам получается, что салфеток нужно штук 50 на неделю. Вполне достаточно. Они используются для
санитарно-гигиенических целей, но также для того, чтобы помыть или почистить, скажем, сковороду от жира после жарения рыбы или грибов, потому что ничем иначе не отмоешь. Руки вытереть. Ну, вообще вещь такая, конечно, необходимая. Вот в этом году вся провизия обошлась мне где-то в пределах 4000 рублей. Самые дорогие это, пожалуй, салями. Где-то по 160, по 190 рублей. А все остальное довольно дешевое. Весит это продукты, ну, ориентировочно до 20 килограмм, не больше. Хотя в этот раз я не взвешивал, но так, на прикидку, гораздо легче, чем в прошлом году весят. В прошлом году 27 килограмм всего было. Ну, в этом гораздо легче. Потому что поход коротенький, всего 5 недель. Ну вот, а теперь пишите ваше мнение, ваши комментарии под этим видео. И желаю вам удачных, интересных походов. С вами был Виктор Рогов. Удачи на воде!